Хочу порекомендовать канал «Интересные факты ПРО». На нем вы найдете много полезной и увлекательной информации, а сама подача материала показалась мне очень забавной, такого я еще не видел. Ну а комментарии говорят сами за себя. Подписывайтесь по ссылке в описании, поддержите парня. Всем привет! Вы на канале Алекс Бойко. Если ввести в строке поиска YouTube 100 слоев воска, то мы увидим кучу роликов, где авторы делают 100 слоев воска на руках, на ногах, на волосах и даже на разных предметах, в том числе и на айфоне. А почему я до сих пор не сделал 100 слоев воска? Нужно это исправить. И я решил сделать 100 слоев воска на шариках Orbis. Я вырастил огромные шары Orbis. Правда, они получились немного разного размера, но это не страшно. И еще я только что уронил этот большой шар, и смотрите, он немножко треснул. Блин, я так расстроился, он был такой красивый. Ну да ладно. А вот так выглядят огромные шары Orbis до того, как их положить в воду. Смотрите, насколько они меньше, как они вырастают. А вот так еще меньше выглядят обычные шарики Orbis. То есть они вообще маленькие до того, как их положить в воду. Кстати, смотрите, этот шарик имеет внутри какие-то вкрапления. Все эти шарики я купил на сайте AliExpress, и ссылка на продавца есть в описании под этим видео. И, кстати, доставка там совершенно бесплатная. Ну что, ребята, начнем наш эксперимент? Для начала, ребята, мне нужно было придумать, как сделать так, чтобы можно было полностью окунать шарики Orbis в воск. И я решил поступить таким образом. В общем, вы поняли, что я решил подвесить шарики на нитках, а чтобы они не спадали, снизу привязать бусинки. Идея была неплохая, но, к сожалению, Орбизы слишком нежные, и они просто разрезались ниткой под своим весом. Уцелел только самый маленький шарик, и то по нему было видно, что он вот-вот треснет. Я очень расстроился, ребята, у меня не получилось подвесить шарики. Да... Но тут мне на глаза попались зверушки-лизуны, и я решил сделать 100 слоев воска на них. Я быстро придумал, как прицепить зверушек хвостами к палочке, чтобы было удобно их макать в воск. Затем поставил кастрюлю на плиту, налил туда немного воды и набросал свечей. Свечи быстро расплавились, и я начал макать моих зверушек-лизунов в воск и в холодную воду поочередно. И так 100 раз подряд. Смотрите, что случилось с этими игрушками-лизунами после того, как я нанес на них 100 слоев воска. Блин, смотрите, они еле-еле держатся на этих хвостиках, буквально сейчас оторвутся. Еще бы немного, они бы, наверное, порвались под своим весом. Стали похожи на каких-то непонятных личинок. Смотрите, какие ножки. Жаль, конечно, что они полностью не помещались в кастрюлю, потому что я рассчитывал на то, что будут шарики, а они поменьше, конечно. И рассмотрим их поближе. Давайте попробуем извлечь лапку. И... Давай, не порвись. Оп! Извлеклась совершенно целая. Вот тут осталась пустая формочка от лапки. О, это рождение монстра из личинки. Оп. Ящерицу извлекли. Давайте извлечем крокодила. Интересно, так он вылезет. И давай. О, насколько он пластичный. Смотрите, он вылез из своей формы. Кстати, вы меня спрашивали, что же произошло с прозрачным лизуном? Вышли ли из него пузырьки воздуха? Вот он, ребята. Пузырьки реально из него вышли. И он, можно сказать, что прозрачный. Смотрите. Он почему-то получился очень липким. Видимо, о, смотрите, просто прилипает.
Видимо, все-таки маловато тетрабората натрия я поставил, поэтому он такой и получился, но пузырьки из него вышли. Ну а синий лизун из прошлого видео, которое я сделал из клея и средства для стирки, совсем не изменился. Смотрите, он такой же прикольный, и это реально самый лучший рецепт, который я знаю на данный момент. Очень классный. Если вы не видели, как я его делаю, то посмотрите мое прошлое видео, кликайте на ссылку на экране и посмотрите обязательно. А также, ребята, сегодня у нас конкурс, мы разыграем 3 упаковки шариков Orbis с сайта AliExpress. Все условия в описании, выполняйте и пока-пока!